Привет, друзья! Вы на канале Pop Music, и сегодня у нас сразу три гостя. Это переосмысление старых педалей от компании Erasov. Итак, у нас 3000 вольт, 5000 вольт и 7000 вольт. Я думаю, все вы помните старый дизайн педалей серии High Voltage. Кто не помнит, зайдите на наш канал и посмотрите, там обзоров на эту тему хватает. Теперь давайте присмотримся, что же поменялось. Итак, очевидно, изменился размер в меньшую сторону, что, несомненно, хорошо. Во-вторых, немножечко упростилась секция эквализации. Например, в педали 5000 вольт был полноценный трехполосный эквалайзер, тут просто тон. В принципе, 7000 вольт не сильно поменялся, такой же верх-низ и выбор варианта середины. То есть, по факту, мы имеем упрощение эквализации, более стильный дизайн, ну и, конечно, название ручек переименовали и стало удобнее. Ну что ж, можно долго на эту тему рассказывать всякое, но давайте перейдем к прослушиванию, и в конце ролика вы сами поймете, что из этих педалей вам лучше всего подойдет. И начнем мы ознакомление с педали 3000 вольт. Как заявляет нам производитель, это по сути такой бустер и легкий овердрайв. Посмотрим, что же он умеет. Да, извините, у нас чистый звук сначала, чтобы все слышали. Теперь добавляем перегруз. Ну, в принципе, даже в таком положении гейна немало. Можно попробовать на каком-нибудь соло. Вот, у меня с отсечкой, в принципе, гейна немного, можно использовать его действительно, да, как бустер. Но мы послушаем дальше на хамбакерах с большим гейном. И еще побольше. Ну, гейна уже так немало, вполне себе для ритмовых партий. Вот хотелось бы отметить то, что у педали очень сбалансированный тон, поэтому дополнительная эквализация тут, по сути, не нужна. Ну, кроме того, что ручка тона позволит вам яд немножко прибавить, добавить, в зависимости от того, что вы играете и как вам нужно, чтобы гитара сидела в миксе, тонула или прорезала его. Давайте послушаем, как, собственно, ручка тона влияет на звук. Ну, так, ядовито, конечно, звучит. Убираем. Ну, вот такое положение тоже неплохо подойдет для ярких гитар, и когда вам нужно, чтобы гитара вот сидела в миксе так достаточно глухо. То есть, как видите, она не сильно выделяется и позволяет хорошо вписываться под вокал, например. И еще у этой педали есть одна дополнительная фича, но о ней позже. А следующий экспонат — это педаль 5000 вольт. В принципе, в сравнении с предыдущей 3000 вольт, тут все то же самое. 3 ручки, громкость, гейн, тон. Но, как заявляет производитель, это более плотный дисторшн. Давайте послушаем. Ну и для начала чистый звук. Тембр в целом приятный, звучит плотнее. Добавляем гейн. Бас прям валит уже. Очень сочно. Так, дальше.
Как видите, когда много гейна, вот больше 12 часов, бас становится прям таким фузящим, неуправляемым. А что нужно, чтобы сделать звук более контролируемым и читаемым? Есть идеи? Правильно, это грелка. И я достаю из широких штанин вот такую педаль. 3000 вольт. И мы возвращаемся к фиче, о котором мы говорили ранее. Производитель заявляет, что можно использовать 3000 вольт, поставить ее в цепи перед 5000 вольт и использовать ее как грелку. То есть берем гейн, убираем в ноль, тон по вкусу, громкость тоже подбираем, и получается низ более читаемый. И давайте послушаем, как это звучит. И последний пациент — это 7000 вольт. Как заявляет производитель, педаль умеет играть в металл. И у нас тут побольше ручек, давайте посмотрим. Значит, у нас тут трехполосная эквализация. Первая ручка — это низ, вверх, как положено, и вот этот переключатель середины, который середину бустит, как бы делает такое стандартное положение и делает скуп, то есть ее вырезает. Любители дэт-металла, я думаю, оценят. Ну и давайте посмотрим сперва, естественно, положение середины, это самое интересное. Итак, чистый звук. Шум моря начался. Это задранная середина. Среднее положение. И теперь середину вырезаем. Если вы любите эквалайзер птичкой, то вот это положение как раз для вас. И обратите внимание, гейна тут очень мало. То есть добавим на 12 часов. Ну, на мой вкус, гейна больше, чем на... чуть менее, чем на 12 часов, я бы не стал использовать, потому что начинает уже звук становиться таким вязким, пропадает атака. Ну, если вы любите прям такой аж фузящий звук, то, пожалуй, да, можно использовать. Но оптимальное положение вот такое. Итак, давайте подведем итоги. Ну и сперва, я думаю, о звуке все-таки. Кому какие педали подойдут, на мой взгляд. Все-таки вот эти первые две, они более универсальные. Я бы их поставил в педалборд обе. Объясню почему. Желтую 3000 вольт можно использовать как бустер для игры всяких блюзовых соло, как-то так. И плюс она неплохо справляется с функцией грелки, то есть можно это все комбинировать и без дополнительных усилий переключаться между режимами ритм-соло, так скажем, используя просто вот эти педали. 7000 вольт — это все-таки такая метальная совершенно история, но тоже, на мой взгляд, в педалборд впишется, особенно если вы играете во всякие, ну, в чистый канал комбика, все три педали тоже неплохо справятся со своими задачами. То есть вы можете иметь в руках вот сразу кучу разных звуков. Ну и не лишним будет отметить также, что у всех педалей достаточно сбалансированный тон, то есть они не требуют какой-то дополнительной эквализации. Кроме того, они обладают стильным дизайном, небольшим размером и продаются по весьма скромной цене.
Если хотите поделиться своим мнением о педалях, то прошу проследовать вниз в комментарии. И не забывайте подписаться на канал, поставить лайк, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И кроме того, у нас есть Инстаграм и группа ВКонтакте. Подписывайтесь и до скорой встречи. Давай, Лешенька. Пишем? Да. Не шапочка ровно? Шапочка ровно. А вам, молодой человек, шапочка не нужна? Шапочка. Так, типа. Я простудиться не боюсь, нет. Ляру. Запись. А что такое было?